Пока она готовится, там осталось 9 минут, я сейчас зашла в ВК, а там пост публиковали о том, что как бы персонажи цирка среагировали бы на внезапные обнимашки. И внимание там, короче, было Кейну, и то, что актер озвучки Кейна просто сказал то, что он бы сначала удивился, а потом бы это просто расслабился. Господи, как же это мило, блин. Мне больше понравился другой момент. О том, что вообще как бы это происходило, ведь по факту у него в одежде же нет ничего. И там, короче, целая прям обсуждешка. Ветер тоже вопрос возник. Короче, тут произошли некоторые события, потому что мне сделали заказ на рисунок, причем не на обычный, а на человека, блин. А я очень херово рисую людей. Но у меня есть одна идея, как это можно рисовать. Если все получится, будет очень эффектно, прям очень красиво. Ой, налево. Но я пока в этом всем не уверена. Также пока по событиям у меня теперь 27 подписчиков в Тамблере. Я этому очень рада. Короче, вот. Я знала, что он так сделает. В общем, буду думать. Посмотрим. Самое главное еще событие вспомнила о том, что у меня сейчас на блестке. Я выкрию, потому что сейчас телефон на зарядке стоит. Я запустила сейчас эдит про анонс этой вот, ну не анонс, точнее, то, что у меня вышла песня на русском. Он не человек. Да, он не человек, но искренне хочет понять нас. Да, он не человек, но всегда готов выслушать. Да, он не человек, но умеет учиться на ошибках. Да, он не человек, но он и не рожден, им важно, что он старается сделать нас счастливыми, поэтому он наш. На роковой версии Кейна. И на ней еще стало почти 1000 просмотров, 6 комментариев. Ну, там, правда, уже не 6, уже чуть побольше. И в основном из комментариев там 3, 4. 4, да, наверное. Из таких прям людей. И плюс 2 подписчика, то есть теперь там не 6, а 8. Короче, потихонечку все становится круто. В общем, да. Короче, история все этим не закончилась. В общем, надо мной прикольнулись. Браво. Короче, не знаю, американцы это были или наши русские, хз, не знаю. Короче, меня попросили же нарисовать человека. Но этот человек оказался для контента для взрослых. Там еще потом я смутила, когда мне предложили за это деньги, типа $300. Я такая, так, что-то здесь не так. А потом такая подумала, так, смахивают уже на Кидалова. Потому что я же не шарю за людей в целом, даже наших русских, некоторых актеров, ну, тем более таких. Ханунди. И, короче, я вбила фотографию в Google, потому что я решила, так, что-то здесь не то. Что-то здесь не так. В итоге, да. Там вышло то, что это какая-то вот артистка для взрослых. Но я поняла, что это мем. Вот так. Но даже в этой истории я словила для себя плюс, потому что я научилась рисовать волосы, и плюс-минус я передала то, что я хотела изначально рисовать, и в целом арт вот этот, да, он нарисован по прообразу там человека, которого как раз мне скинули фотографию, но она, во-первых, на себя там не похожа, а во-вторых,
это в целом дало мне некий опыт. Даже вот такой вот шутки, то это дало мне опыт. Поэтому вот так. Обидненько есть немножко, потому что, ну, блин, это как-то грустно. Причем я это рисовала даже не ради денег, потому что я уже нарисовала, потом я уже увидела сообщение о том, что вот, типа, мне могут заплатить. Я такая, ну, типа, как-то да. Короче, немножечко, да, обидно. Но при этом я понимаю то, что это тоже некий опыт. И благо я хотя бы посмотрела, проверила эту фотографию. Спасибо, блин, аферисты в сетях и всякие другие такие шоу, которые вот эти вот вбивать в Google, которые, да, вот так я ему научилась. Короче, у нас просто немножко прохладно. Вот так вот. Но зато есть красивый арт. Кстати, он мне напоминает еще один арт у одного для фанфика. Короче, вот такой артик тоже был, он мне этого напоминает очень сильно. Может быть, поставлю, может, нет. Но в целом я довольна результатом. Поэтому вот, с одной стороны, как бы, да, обидно из-за ситуации, но с другой стороны, арт не виноват в том, что в каких именно условиях он нарисован. Так что теперь у меня есть красивое изображение человека. Ой, господи, какой капец. Да. Ну, надо смириться, что есть такие люди. Просто надо смириться. Все. Это есть, будет и будет. Есть, было и будет. Да. Но ищем плюсы. Да, ищем плюсы. Сейчас заплачу. Я сейчас зашла в YouTube на блестку, где у меня песни выходят. Во-первых, там сейчас растут подписчики. То есть их было 6, потом стало 7, точнее, потом стало 8. Через где-то минут почти час, наверное, стало 9, теперь их 10, и с комментарием под песню Abstracted о том, что это отдельного упоминания. Причем она же уже писала мне этот не такой комментарий, а на другой мой шортс про песни Кейна. Я так хотела, чтобы это заметили, эту песню. И ее заметили с тем фактором, что я сейчас просто создаю самый огромный для себя пост, самый главный, который я очень планировала давно создать. И зашла просто... Я просто сейчас так хочу, чтобы все начали меня замечать. И сейчас это по факту происходит, что в Тамблере, что теперь еще и на Ютубе. Сейчас... Бляха, я плачу. Я просто не ожидала. Там... Я так хотела, чтобы это произошло. Это начинает происходить. Ужас какой, реально плачу, охереть. Ну это правда, это так трогательно. Жесть. Реально. Офигеть. Это просто... Вот это круто. Я небольшая трясучка есть. Капец. Спасибо. Просто спасибо. Что ж. Я это сделала. Я пипец как устала. Но я это сделала. Самый огромный пост. Вообще в целом все соцсети в одном. На русском, на английском, на английско-русском для Тамблера. Короче, пипец. Я заколебалась. Но я это сделала. Все. А, еще версию для песен, что это АИ версия, а не я пою. Короче, пипец.
Итого у меня сделано, получается, где-то 4 версии. То есть обычная на русском. Нет, 3. Нет, подожди. Обычная на английском. С АИ и на даб. Да, 4. Короче, вот так вот. Ну, как обычно вообще. Ничего не меняется. Как только начинаю снимать, так все. Я забыла еще сказать, почему я еще устала, потому что я все эти, получается, обновила все в ВК, то есть все описания, все на блестке обновила все описания, через пост в Тамблере, и также обновила какую-то половинку, где как раз на английском, в Милкисе описание добавила. Правда, не на все еще видео, но на какую-то часть уже видео тоже добавляла описание. И еще обновила некоторые видео описания на Linkis. В общем, короче, запарилась я сейчас очень сильно. Ну и пост в ВК выложила. Вот так. Короче, я сейчас думаю над тем, чтобы все-таки поменять что-то приветственный пост в Тамблере. Потому что там в основном будут мои эти рисунки. А не как это блогера. А вот это блогера я предлагаю в основном в Твиттере. То есть там в основном такой микс и рисунков, каких-то вот анонсов и так далее. Что там, наверное, такого нет. Там только чистое мое творчество. Так вот, я сейчас думаю поменять этот пост, потому что слишком большой делать пост я не хочу. Но я теперь думаю, как его все-таки оформить, потому что объяснять то, что я видеоблогер, это круто. Я это написала еще в заставочке, там вот, короче. Теперь я реально думаю, как это сделать. Сейчас я размораживаю себе. Видите? Короче, блин, не знаю вообще. Честно. Какой-то пипец, я не знаю. Думаю. Я это сделала. Ура! Я сделала пост в Тамблере более для себя подходящую. Ой, я просто не хотела очень такой длинный делать пост, чтобы когда попали на мою страницу, чтобы вы там листали, это все описание очень долгое. Поэтому я сделала его таким маленьким. Короче, но я довольна, потому что я передала главную суть, и он будет со временем все равно как-то там меняться и так далее. Но главное, что я оставила на тот самый первый пост, где все мои соцсети. И вообще все очень круто. Все. Правда, теперь я поняла то, что даже я выложила Адама из Хазбина. 1 лайк. Господи, блин, жесть какая. Не актуально, не доходит. Ладно, посмотрим. Пока будем топить за удивительный цирк. Окей. Тем более у меня там все равно пока своя там аушечка идет, поэтому пока нормально. Потом я еще буду аушечку переводить в написание. Так что вообще все хорошо будет. Так что посмотрим. Реально будет красиво. Если буду делать артики, буду одновременно писать. Ну, блин, ты что, это все переводить надо на английский, на русский? С этого вот такой пост огромный получается. Жесть, конечно. Ну, ладно. Клишевая Соня. Просто такой красавец. Ой, какой красавчик. Ну, такой плюшевый пес. Чего он такой? Доброе утро. Сегодня на работу. А теперь я просто проснулась. В общем, поспала я 2 часа, 2:30 минут. Тут можно 2, потому что пока я еще ворочалась. Скажете, почему? А все потому, что, блин, написала фанфик вчера ночью. Не удержалась. Решила, что это вот прикольно. Это было поначалу прикольно, пока не стукнуло 3 часа ночи. В общем, да. Не знаю, когда он выйдет. Я хотела вообще переписать первую часть, потому что на 2 части прям большие крупные делятся. Этот фанфик по факту ты и Няшкинсе, и Вилл Джекси, ну и Джекси, собственно.
Не знаю, когда он выйдет. Надеюсь, что когда-нибудь он выйдет. А пока просто, знаете, сегодня также сейчас уже выложила все эти видео, все эти ссылки. Теперь с этим VPN это вообще какой-то отдельный трэш, надо продумывать. У меня такая, знаете, просто какая-то паутина просто, чтобы сначала копируешь ссылки с ВК и с Рутуба, потом идешь, включаешь VPN, идешь в YouTube, потом копируешь ссылку там, потом отправляешь это в Твиттер, в Инстаграм, потом переправляешь вот в одно место, где все соединяется воедино, все три ссылки, и эти все три ссылки отправляются в Телеграм. О, какая позиция. Это если без учета того, что эта зараза еще раз вырубалась. Короче, вот так. Ладно, просто тема с VPN очень такая бесячая. Ладно, я завтракать. Время сменить сезон. Все. Кроссовки. Более легкая куртка. И без шапки. Уж есть теперь теплый вот такой вот капюшон. Ну, что случилось? Самое страшное. У меня обострилась аллергия. Меня вызывают в скорую. В больницу. На обследование. Мне лучше. Лекарств много. В общем, меня забрали. Забрали на машине. Но это хорошо все-таки вместе сидеть. Это пипец просто. Я так испугалась сегодня вообще. Вообще-то, что будет дальше? Все очень печально и одновременно вот сейчас это... Мне просто пошли купить воды. Потому что я очень хочу пить. Потому что я там 3 часа посидела без воды, без еды. И, получается, с 6 часов я ничего не ела, не пила. Да мне как-то и не до этого было. Знаете, это порой сложно осознать, когда ты почти в шаге от смерти. И ты, получается, выжил сегодня только потому, что ты не проигнорировал эту тему. Потому что изначально я хотела проигнорировать все это. Но в итоге во что это все вылилось. Я чуть позже, наверное, завтра все-таки поведаю, что сегодня я буду эмоционально нестабильной очень сильно сейчас. Так как это событие повлекло некий отпечаток в целом в сознании. Короче, сегодня я еще не готова ничего рассказать, потому что сегодня я отсыпаюсь. Сейчас еще, походу, началась действовать опять таблетка. Только у меня сейчас профилактика идет. Еще осталось вон все. Все это вот, все это все. Это все она. Короче, сейчас хочу пипец как спать, потому что меня что-то разморило опять от этой таблетки. Пусть я сейчас еще поела. Вообще, какой-то трэш происходит сейчас. Но врач сказал, что такое состояние будет еще первые несколько дней, потому что пока еще со вчера, то, что вот тут у меня вкалывали все эти лекарства. Короче, вот так вот. Чуть позже все это буду рассказывать. Вот так вот. Короче, сейчас еду, получается, по ходу подписывать договор об увольнении, потому что по-другому, наверное, никак ситуация не выкрутится. Сейчас такое странное ощущение, как будто я иду, но при этом все в замедленной съемке. Вот такое сейчас у меня состояние. Это прыщи, если что, не обращать внимание. Как бы собственно. Еще таблет. Ух ты, какой белый котик сидит. Короче, таблетку для аллергии не пила. То есть, ну еще и не время. Я ее с собой взяла.
пианино. Или завтра хрен его знает. А, господи, куда пропал? Он там. Он. Вот. Короче. О чем ты? Если я выпью таблетку, то меня очень сильно разборит. То есть, как вчера. Правда, хочу спать, но удобно. Поэтому даже не знаю, когда ее лучше всего выпить. Когда приеду или там. Когда там время подойдет. В общем, буду думать. В общем, купила я кое-что интересное сейчас. И еще купила витамины. Типа. Ну, вообще я просто пить хотела. А там сейчас в экспрессе что-то очень какая-то проблема с водой стала. Никакой поставки что-то нет. Я такая, типа, чё? Короче, вот так вот. Короче, я дома, наконец-то. Сейчас столько времени. Блин, таблетку поздно выпила, опять все пошло. Ой, кошмар какой. Короче, что случилось-то в итоге? То уже конец недельки. Мне уже сегодня, по идее, надо было по-хорошему выпускать. Сегодня воскресенье. Так как видео в основном выходит либо в воскресенье, либо в понедельник. Потом буду все это монтировать завтра. Просто сейчас я выпила таблетку, меня скоро на боковую. Потому что меня скоро вырубит. Может быть и нет. Может быть лекарство отпустит. Хрен его знает. Короче. Что произошло? Потом покажу то, что купила. Что же случилось? В общем, как вы знаете, на протяжении нескольких уже недель у меня на этой работе возникает аллергическая реакция на химические средства. То есть то, что моется там на полы, моются там всякие вот эти вот... Короче, вот это вся, короче, химия. Почему-то именно на эту и на ту, которая есть в аквапарке, то есть хлорка. Там же, я не знаю, там вроде как нет хлорки, но хз, короче, у меня пошла реакция. А тогда, когда я читала, еще на прошлых недельках, то, что у реакции есть такая тема, если ее, аллерген не убирать, а постоянно с ним как-то лечить, он будет накапливаться, и потом бахнет. И вот в тот день меня бахнуло. Вот это не по-детски, на самом деле. Короче, уже конец смены, то есть я работаю до 9, там уже было 6. То есть на протяжении всего дня я вообще поконтактировала с аллергеном несколько раз. То есть я проехалась, так случайно получалось. Проехалась в лифте, где было наполнено ведро с этой химией, пары испарения вдохнула. Потом прошлась, получается, когда уже был под конец смены, прошлась по помытому полу. Прям только помыли, эта вся химия, она не высохла, она еще с хорошим таким запахом была. Ну и, короче, поняла, что меня начинает накрывать. То есть я начинаю чесаться, у меня очень сильно болит голова. И я такая, блин, надо пить таблетку. Выпила таблетку, сижу, жду реакции. У меня уже отекает горло, я начинаю задыхаться потихоньку. Не помогает. То есть вообще не помогает. Проходит так минут уже нормально. У меня, короче, начинается паника, потому что таблетка не помогает, я дышать легче мне не становится, а мне еще нужно идти к гостям. То есть, так я работаю в отеле, мне надо идти было уже к ним. И, короче, у меня на панике, у меня, короче, полный такой эмоциональный прям дисбаланс пошел. И, короче, у меня сейчас некое что-то типа нервного срыва. Я, короче, начинаю плакать, потому что я начинаю паниковать. Потому что я знаю, что от горла можно задохнуться и умереть. И, короче, все это приводит к тому, что я иду в раздевалку, где, кажется, тоже была эта химия на полу. И, в общем, пытаюсь как-то умыться, привести в порядок, и вижу, что у меня вот так все красное, у меня все вот так вот. И, короче, пока мы все это пытаемся, заметили другие коллеги. И такие, типа, что это? Я говорю, у меня аллергия. Ну, короче, все понимают то, что нужно действовать. Меня вывели на улицу, мы там подышали, потом мы вернулись обратно туда. Пока все мы это делали, прошло минут 40. Таблетка в этот момент еще не действует. То есть, либо действует, как мне сказали потом, но она, типа, либо замедляет реакцию, либо, короче, она не ослабила мне горло вообще никак. Короче, потом там вбегает другая девушка, которая видит, то есть, в принципе, ситуацию, и говорит, типа, вызывайте скорую. Она может так, на тот свет отправиться. То, что
Потом мне говорят, что у меня уже отекли глаза. То есть у меня, короче, вся эта штука начала очень серьезно выходить. И, в общем, короче, они еще минут 15 вызывают скорую. Пока я там сижу, вот, жду. Я потом на видео, может быть, видно, там, по крайней мере, фрагмент, может, я поставлю. Дело в том, у меня вот здесь все красное. То есть оно прям такое бордовенькое такое. То есть, короче, приходит скорая. Меня ведут в офис. И там, блин, начинается самое веселое. Там начинают... Блин, реально, пипец. У меня вот опять здесь, вот она. Охереть. Жесть. В этот раз это просто пипец. Короче, приходит скорая. Все спрашивают, говорят, то, что ты вообще, еще проходит, нет? Я говорю, нет. Типа, мне сложно дышать. И, короче, достает он там эти пробирочки. И 2 шприцика, блин. Это гигантский был один шприц. Я точно где-то, вот такой вот шприц. То есть это был прям пипец. Как мама сказала, скорее всего, 20 кубов, я не знаю. Короче, он был большим, прям большим и толстым. И его там вот полностью он был налит жидкостью. И это все вкачали, блин, в меня. Вот здесь. Не знаю, видно или нет. Короче, вот. И только после этого, только после того, как меня ввели лекарства, через буквально пару минут меня отпустило. Только тогда я смогла вдохнуть нормально. Там пытались мне ввести еще одно лекарство, но мой организм его не воспринял. Там, короче, отменили и вкололи немножко другое лекарство в ягодицу. Поэтому там, короче, весело. И вот под этим до сих пор лекарством я еще нахожусь. То есть я уже отхожу, второй день. И сейчас до сих пор пытаюсь от него отойти. И это вот с учетом того, что оно действует еще, вот это вот все, оно еще до сих пор у меня, вот, оно до сих пор еще, охренеть просто. Хотя прошло уже. Вот, кстати. Тут, блин, не видно, конечно, но... оно красное, короче. Короче, да. И, в общем, потом все говорят, типа, едем в больницу, не едем. Я, короче, решила ехать, потому что мало ли вдруг, потому что у меня впервые такая ситуация, что у меня так серьезно. Как я говорила на недельках, я не аллергик вообще, я не была никогда им. И для меня все это как бы ново. То есть я ничего не знаю вообще, и как вообще критическая там норма, вообще когда там и так далее. И когда я еду, получается, в этой скорой, я сейчас спрашиваю, насколько все это было серьезно. Мне говорят, это серьезный повод задуматься о месте работе. Потому что в следующий раз будет еще хуже. То есть мне прям так сказали. То есть, и, типа, лучше до этого больше не доводить. Но я знаю по сериалам, там, по фильмам, то, что если тебя уже вкачивают, то есть спасают именно уже так, то это уже было, такой прям серьезный уже момент. И судя по тому, что в целом я начала потом... Я еще не знаю, я еще обсужу это с аллергологом, насколько это было серьезные у меня симптомы. Но, как я поняла, то, что я была прям на грани. То есть, еще бы немного, наверное, если бы не таблетка, даже которую я выпила до этого, то, может быть, и вправду это мог бы быть и последний день на этой земле. Потому что я реально, мне было больно глотать, мне было не вдохнуть шибко прям. Это настолько было страшно, что у меня началась паника. То есть из-за паники у меня еще больше все это вот... Короче, там был полный трэш у меня в этот момент. А еще когда мне вводили это лекарство, там, короче, когда они вводят, кто проходил, может быть, знают, но такое преобморочное состояние, когда тебе начинает кружить голову, тебя там уши закладывают. Короче, такое преобморочное состояние. И они меня гоняли, получается, состояние аллергии в состояние преобморока. Это 2 состояния, которых я боюсь, потому что я и тот, и другой момент как бы пережила уже. То есть я и обмороки пережила 2. Честно, никому, блин, вообще, даже шутки я вообще очень херово их воспринимаю, потому что теперь я знаю, каково это, и это вообще не смешно ни хрена. Короче, да. И они, короче, выгоняли меня с 2 этих, и я там вообще был полный трэш. В общем, в больнице я просидела, сдала кровь, сдала ЭКГ. Там я познакомилась еще с одной девушкой, которая там тоже аллергическая реакция, которая аллергик, которая пожизненно. То есть там мы тоже посидели, пообщались. В общем, провела я там 3 часа, меня оттуда выписали, потому что мое состояние стало стабильным в целом, и я просто там сидела вот так вот. Я просто засыпаю. И сегодня я вообще тоже ехала в метро такая, ой, все, не спать. То есть вот так вот, это вот так вот лекарство действует, я вообще в шоке. Вчера я вообще была не в состоянии вообще ничего делать, потому что я вчера только приготовила себе рис, и все, что меня хватило. Короче, вообще впервые в такой прям
жесткой ситуации находилась. И, честно, я не знаю, насколько была все-таки серьезная у меня тема, но таблетка не помогала, я задыхалась, думаю, серьезно. Поэтому, блин. И тут теперь как напоминание о том, что нужно знать все-таки. По анализам сказали, что все ок, в целом все хорошо, то есть состояние стабильно. Но у меня в этой маршрутке написано то, что как раз-таки осложнения по дыханию было, то есть осложнения были. Короче, пипец. Еще это буду еще обговаривать с аллергологом, но это будет уже в дальнейших недельках, может быть. Может быть, отдельное видео запишу, не знаю, короче, еще подумаю. Но, в общем, должна была рассказать, что было со мной за вот это то время. В общем, мучилась я 5 часов. И мучаю до сих пор, то есть отходя от этого всего. Про работу, кстати, пока не знаю, потому что меня пока еще оттуда не увольняют, но походу я оттуда сама уйду, потому что, как говорится, лучше один раз выжить, чем второй раз погибнуть. Ладно, так еще не говорится, но будет, походу. Потому что, блин, это жесть, это страшно, это просто страшно. Потому что, реально, я не знаю, как, вот эти критические вот эти вот нормы, при которых как бы все. Потому что когда я сидела в этой раздевалке, я прям вот так сидела, и все, я засыпала. То есть я понимаю, что я помню, читала то, что засыпать, когда хочется, и ты в каком-то плохом состоянии, нельзя. А я засыпала в этот момент, и мне это тоже как бы я такая, блин. Короче, ладно, в общем, вы поняли. Нихера себе 10 минут, вау. Круто! Ладно, допишу уже это видео просто. Может быть, что-нибудь повырезаем, может нет. В общем, купила я гелевые себе ручки, которые стирающиеся. Хриплость голоса, тоже, кстати, аллергия. Круто. Я сегодня таблетку просто поздновато выпила, чтобы там не вырубиться в этом. Ой. Короче, ладно. Короче, гелевые ручки со стирающимися кремами. Очень топ тема. Для Хана, для клещей сейчас сезон пошел. Кстати, в экспрессе. Крутая тема. Я еще не пробовала, конечно, но в целом, да. Ну, салфетки, ладно, похер. Самое... Чё? Это хрома, Хан, это еще не... Еще самое, то, что для меня удивительное, это я купила... Конечно, я уже как 3 года ничего не учусь, но... Это английский и физика. Я физику искала где-то полгода. Эту книжку, чтобы ее... Ой, какой звук. Чтобы ее найти. Потому что я хочу поднатаскать себя по физике. Потому что физика мне изначально нравилась, и мне очень было грустно пропускать ее из-за болезни. Теперь хочу немножко восстановить, скажем, знания. Ну, английский, потому что сейчас я работаю на два языка. То есть я пишу песни там и так далее. И, в принципе, сейчас пытаюсь как-то вести... У меня полностью твиттер же на английском получается полностью. Короче, нужно будет поднатаскивать. Посмотрим, поможет, не поможет. Ну, короче, вот. Физика и английский. Ну, и то, что к чаю купила, и все. Короче, в общем, выжила из себя, что я могла. В общем, все, это конец недельки. Встретимся в понедельник. Всем мур, пока.